мои дорогие друзья! Рада приветствовать вас в новом видео. И у меня опять очередная летняя прогулка по Польше. Мы решили проехаться опять на экскурсию с детьми. И сегодня мы приехали в городок под названием Кшепице. Он находится в Śląskim воеводстве. И я приглашаю вас вместе с нами посмотреть. Мы здесь впервые, показать вам, что здесь есть, какие аттракции и вообще то, что представляет собой этот маленький городок. Хочу вам сказать, чтобы не пренебрегать тем, что я сказала городок маленький, потому что в Польше иногда в маленьких городках есть такие жемчужинки, за которыми стоит поехать в дальнюю дорогу и посмотреть. Иногда мы находим то, чего даже не ожидали в больших городах. Поэтому никогда не нужно, как сказать, ставить сразу печать, если маленький, то неинтересно. Вовсе так нет. Поэтому, друзья мои, мы сами в предвкушении, что нас ждет, и приглашаю вас на эту прогулку вместе с нами. Буду благодарна, если попутешествуете с нами до самого конца. Итак, поехали. Эту поездку мы как-то так специально не планировали, просто сели и поехали. Поэтому каких-то специальных приготовлений не было. И будем показывать то, что нам попадется, и то, что мы увидим, так как обычный турист, который приезжает и видит что-то впервые, замечает и хочет показать своим зрителям. Поэтому сегодня будет немножко так спонтанно, но я надеюсь, что это тоже имеет какой-то свой такой, можно сказать, такую свою изюминку, когда ты без подготовки вот приходишь и видишь, и то, что первый раз тебе попадает в глаз, то ты и показываешь. И так случается с людьми, когда они вот приезжают и путешествуют. Поэтому это путешествие будет как бы вы нашими глазами видите вы. Мы заехали в центр городка, припарковались и увидели большущий костел. И сейчас идем сюда, чтобы посмотреть, и вам также покажем, что же это за костел. Выглядит обещающе, потому что, видите, архитектура такая интересная, хотя довольно обычная для костела. Вот здесь на территории костела киоск. Здесь, наверное, продают разные, как сказать, книжечки, розарии. Им, возможно, даже принимают деньги на службу, но я вижу, что этот киоск довольно заброшен, значит, он не работает по своему предназначению. Как всегда, на территории костела находится доска объявлений. Здесь вся информация на тему прихода, на тему праздников. И вот потихоньку будем обходить территорию и смотреть, что же здесь есть. Вот такой огромный крест распятия. И здесь вижу, есть какая-то часовенка. Сейчас мы с вами зайдем. Здесь алтарь, Матерь Божья, то есть часовенка, как сказать, посвящена Матери Божьей. Здесь вот такой деревянный алтарь, место для священника. И написано Матка Боска Кшепицка, то есть это Матерь Божья этого городка Кшепице. Значит, с ним связана какая-то здесь история, раз такое название и такое специальное место. Посмотрите, какие интересные двери, кованые. И здесь как бы история этого и костела. И все подписано здесь, связанное с Кшепицами. Очень интересные двери. Произведение искусства. Но, к сожалению, сейчас закрыто. Но здесь есть вход боковой, вот здесь.
Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, встąп, Jezus czeka. То есть зайди сюда, Иисус тебя ждет. Но если ждет, значит мы идем. Это, как сказать, часовенка святого причастия. Она открыта. Вот такая маленькая. Здесь выставлено причастие. И можно посидеть, помолиться сколько угодно. Очень уютное место. И здесь в тишине можно помолиться. Смотрите, что мы здесь нашли. Это святой Шарбель. Очень и очень знаменательная, как сказать, если можно сказать, личность в костеле, святой, очень мощный святой, который творит просто чудеса. К нему есть 9-дневная молитва, на каждый день особенная молитва с просьбами, и он чудеса действительно творит. И вот в этом месте его святые мощи. Продолжая вот эту историю, скажу вам, что уже где-то больше полугода мы молимся к этому святому. И посмотрите, нас судьба вот так спонтанно привела в тот костел, где находятся его святые мощи. Это просто какое-то чудо. Я еще раз повторюсь, потому что я не знаю, где еще в Польше есть мощи этого святого, но вот так попасть в такой костел, прикоснуться пальцем к этим мощам и также помолиться, это для меня просто чудо. У меня такое ощущение, что святой Шарбель просто взял нас за руку и притянул сюда к себе в гости. Вижу впереди фонтанчик, который работает, и сейчас к нему с вами подойду. Это такой милый акцент. Я всегда очень люблю воду, вы это знаете. Меня к воде всегда тянет в любом ее проявлении. Ну, конечно же, не в проявлении грязной лужи. А фонтанчик это классно. И даже он не такой дурной. Сейчас я вам покажу. Весной был день, постоять всегда приятно. Приятное местечко. Мы сейчас здесь немножко отдохнем в тени под деревцом и поедем смотреть следующие моменты, следующие пункты нашей с вами прогулочки. Поэтому оставайтесь дальше вместе с нами. Из того, что нам удалось прочитать, будет довольно интересно. Проезжая мимо, я заметила еще одну часовенку. Хочу вам показать, как она оформлена, как она выглядит вот так просто. На перекрестке двух дорог находится часовенка, как она огорожена. Посмотрите, как это все ухожено. Как такой мини-костел. Мы сейчас зайдем, я вам покажу то, что удастся. И мы поедем дальше, потому что у нас еще есть планы на сегодня. И, возможно, я разобью это видео на 2 части. И следующее покажу вам во второй серии. Вот такая маленькая аккуратненькая часовенка. Конечно же, видно очень плохо. Отбивает свет. Но можете иметь представление. Я уже вам показывала такие часовенки.
продолжаем нашу прогулочку и едем смотреть следующие очень интересные, на наш взгляд, объекты. Поэтому оставайтесь вместе с нами и не пропускайте продолжение экскурсии. Вперед, вперед к новым аттракциям, друзья!